Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы поговорим о непристойных рисунках. Как обстояло с этим дело раньше. В нынешнее время непристойными картинками уже мало кого удивишь, да и настоящий интерес они вызывают больше у юнцов. Просто с появлением интернета все это стало уж слишком доступным, а потому и утратило свою ценность. Да, качество большинства подобных творений не выдерживает никакой критики, и уж тем более они не могут быть отнесены к искусству. Однако раньше все было не так. Рисунки для взрослых продавались гораздо дороже, нежели обычные картины, а их созданием не гнушались заниматься даже известные художники. Об истории взрослых картинок в живописи мы и поговорим в этом видео. Массовое распространение рисунков для взрослых в Европе началось с изобретением Иоганном Гутенбергом в 1440 году первого печатного станка. Разумеется, первоначально все это было придумано и использовалось для распространения Библии, часослова и житий святых. Но постепенно с развитием книгопечатания дело дошло и до светских книг и гравюр. Ушлые книгопечатники быстро смекнули, что за картинки для взрослых можно просить куда дороже, потому подпольно и выпускали их, привлекая к их гравировке настоящих художников и граверов. В частности, Агостино Караччи, жившего в 1557 и умершего в 1602 году. Он часто делал копии с известных картин, таких как «Тентаретто. Распятие» и «Святой Иероним», некоторых работ Федерико Баротти, Корреджо и прочих художников. Но славился не ими, а собственными картинками, которые были далеки от богоугодных. Свою деятельность не слишком афишировал, вполне обоснованно опасаясь попасть в руки инквизиторов. Но нужные люди о них знали. Разумеется, подобные работы в то время стоили дорого, были нелегальны, но постепенно распространялись и среди простого народа, а не только избранных аристократов. Все это всерьез обеспокоило церковнослужителей и некоторых гуманистов. В эпоху Ренессанса ню стали писать и многие куда более знаменитые художники, даже Рафаэль и Боттичелли. Это были своеобразные отсылки к античности, культу красоты обнаженного тела. Впрочем, многие подобные работы все же писались исключительно на заказ, предназначались для созерцания молодых мужчин-аристократов. Ну и в самом деле, возможность похвастаться подобной картиной перед близкими друзьями для состоятельных отпрысков знаменитых семей дорогого стоило и свидетельствовало о безусловной принадлежности к элите. Но при этом хорошим тоном считалось только восхищаться мастерством художника, не поддаваясь никаким физическим желаниям. Это чистое творчество, интересное добропорядочным господам, а не похабные картинки для тоскующих без женщин моряков. Впрочем, и для моряков было немало продукции попроще, но тема обычно была неизменна – всевозможные обнаженные богини и наяды, но уж ни в коем случае не обычные люди. Считалось, что допустимо изображать обнаженными только несуществующих в реальности персонажей. Потому картины Франциско Гойи «Маха обнаженная» и Эдуарда Мане «Олимпия» впоследствии вызвали такой скандал. Однако и имеющихся богинь, наяд и некоторых библейских персонажей, таких как Ева, Далила, Юдифь, хватало, чтобы написать множество женских ню на самые разные темы, заклеймить грехи гордости, вожделения, неуемного любопытства и похоти и воспеть добродетели любви, плодородия и христианского брака. Сами церковники с удовольствием заказывали ню для себя и нужд церкви. Но одно дело благочестивые отцы, а другое обычный народ, далекий от святости. Потому и боролись с печатной продукцией подобного толка, правда, обычно безуспешно. Некоторые художники, например, Джулио Романо, который учился у самого Рафаэля, специализировались на нескромных картинах,
которыми расписывали дворцы местной знати. Но вот другому художнику, Марк-Антонио Раймонди, не повезло. За скопированную им серию гравюр «Любовные позы» его посадили в тюрьму. Однако запущенный процесс уже было не остановить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий.